Друзья, здравствуйте! 1 августа у нас сегодня и разговор о гортензиях. Пойдем сегодня с вами в череночник, посмотрим, что там делается, что я планирую таки делать с остатками тех гортензий, которые там остались. Глянем на гортензии, которые уже пересажены в середине июля. И также покажу вам, наверное, еще горшочки, которые со мной поедут в вербилки. Вот. Ну, хоть и не цветут у меня гортензии, друзья, но я планирую к 9 часам утра на центральную улицу, на рыночек в поселок Вербилки приехать реализовывать свои горшочки. Вот. Привезу контейнеры 3-литровые и 5-литровые. Малышек, наверное, не повезу. Так, и стою я сейчас перед Самарской Лидией, а стою я здесь почему? А все потому, что я вчера была в гостях у своей знакомой, здесь у нас в СНТ, Наталья, и у нее, значит, тоже несколько гортензий. Восхитительно просто цветет лаймлайт. Ну, меня просто, вы знаете, дух захватило. Я сразу вспомнила этот рынок Садовод и думаю, господи, какое, в общем, великолепие. И настолько была поглощена этой красотой, что даже забыла. Ну, как-то отвлеклась я с разговорами и не достала, короче говоря, телефон. И Наталья вот мне сказала, что она, значит, кормила свои гортензии совсем мало. То есть она весной дала там что-то такое азотное, и потом говорит уже даже, в общем-то, что-то может быть фосфорно-калийное, но уже, говорит, даже не помню. И все боковушки она отрывала. Ну, друзья, вот сейчас стою перед Самарской Лидией и перед Бубой. Здесь просто очень яркая картинка. Боковушек у Бубой нету, обратите внимание. У Самарской Лидии никаких вот этих боковых побегов тоже нету, из пазух ничего там не вылезает. Значит, Бубо получал все по полной программе, все как я люблю. Кучу всяких удобрений и микроэлементов по листу регулярно. А Самарская Лидия, друзья, она у меня только на смакоте ничего не получала. Ну, вот смотрите, и все равно цветения нет. Вот я просто, ну, задаю себе вопрос, а кому мне еще вопрос задавать? Себе, конечно же, задаю. Как так? Человек вот покормил один раз, можно сказать, дал азотные удобрения. Вот. И все хорошо. Лаймлайт просто восхитительный. Вот. Еще там у нее гортензия тоже очень хорошо цветет. Ой, забыла, как сорт, друзья, называется. Канделайт, по-моему. Вот. А все остальные, конечно, ну так, кто-то начинает. Вот Ванила Фрайс у нее начинает только. Но сам факт просто, что действует. Вот она все боковушки у Лаймлайта оторвала. Но здесь мне отрывать нечего. Вот просто нечего отрывать. И что? Ой, ну вот как-то так. В этом году без цвета, к сожалению. Так, ну что, пойдемте по порядку. Или в череночник, или к моим горшочкам. Сейчас решим. Вот они, мои саженцы. Здесь и Самарская Лидия, и Геркулес, и Коттон Крем, и Magical Moonlight. Есть также Фантом и какой-то еще сорт, друзья, сейчас не помню. Все эти саженцы мы с вами вместе сажали 12 числа. Наверное, ну, я не знаю сколько, может, недельку назад смотрели, как там дела. Погода сейчас вроде хорошая, солнышко. Они здесь все у меня стоят уже прям вот на солнце. Я их никуда не убираю. Единственное, что меня напрягает, что некоторые контейнеры почему-то, ну, то есть требуют полива, а некоторые контейнеры почему-то полива не требуют. Ну, давайте сейчас посмотрим некоторые горшочки. Снова сейчас меня будут ругать за грязные руки. Ну, извините, друзья. Целый день сегодня в работе. И, конечно, руки, возможно, и грязные. Ну, перед вами сейчас белый медведь. Вот я так неудачно развернула, а корешки идут, друзья, вот с этой стороны. Ну вот, белый мишка. И, кстати говоря, контейнер сухой. А вот, например, еще один контейнер. Это у меня Бубо. Вот он вообще, можно сказать, даже тяжеленький. Ну, вот в одинаковых условиях. Что здесь не так?
Не знаю. И почему такая ситуация. Ну, давайте посмотрим. Здесь вообще, вот смотрите, сколько времени прошло. Вот. То есть, получается, 18 дней, друзья, прошло. И здесь даже намека нет. Вот я, конечно, сажала их с корнями. Вы же помните, мы с вами сажали с корнями. Вот. И что получается? Вон Лидия совершенно сухая. Представляете? Вот сейчас покажу вам. И надо прям сразу будет полить. Вот, смотрите. Вот она. А у меня тут бочка стоит. Сейчас я быстренько, друзья, извините. О, сейчас быстренько прям, что называется, смочила. И все. Так, ну давайте навскидку. Кого еще возьмем? У меня тут один контейнер Magical Kilimanjaro, тоже неподъемный. И обратите внимание, уже, по-моему, вот, ну, становится деревянненьким, да, стволик. Вот здесь как бы побег видно, что зеленый, а вот здесь, значит, деревянненький. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Тоже ничего, вы представляете? Вот тебе и пожалуйста. Похвалиться-то особо нечем. Светлана Георгиевна. Так, ну давайте Лидию возьмем. Вот еще одна Лидия. Я не выбираю, друзья. Вот просто какие попадаются, такие вам показываю. Здесь что-то есть, но очень-очень слабо. Что я им даю? Ну, даже не знаю, что и сказать. И эпин, и циркон перепадает. И, по-моему, я еще препаратом двойные корни опрыскивала. Ну, как-то так вот у меня было. Ой, не опрыскивала, а проливала. Так, ну вот, смотрите, тоже. Ничего. Абсолютно. Чего я тут нагородила, сама не знаю. Ну, пока они все же стоят, хорошенькие. Очень даже. Давайте сейчас большой возьмем. Ой, тоже сухой такой. Это фантом. Я очень хорошо помню по горшку. Друзья, тоже горшок весь сухой. Сейчас покажу вам. И сразу надо будет пойти полить. Ну вот. Ой, сейчас пониже опущу. Вот, друзья. Прям надо будет сейчас сразу. Прошу прощения. О, как я его намочила. Хорошо. Вот. Какие-то контейнеры пересыхают, какие-то нет. Так, еще одна самарская Лидия, друзья. Давайте посмотрим ее. Так, ну вот. Здесь, видите, какая картина. Ну, немножко получше. В общем, развитие совершенно разное у черенков. И даже не знаю, что и сказать. Чем объяснить? Грунт у всех плюс-минус одинаковый. Единственное, если вы помните, я самарской Лидии клала осмокот в каждый горшочек. Вот. А всем остальным обычная пролонгированная от Бонафорте. Немножко так засыпала, без фанатизма. Так, вот у меня еще сорт Геркулес. Давайте Геркулесика посмотрим. И вот. Я сегодня, кстати говоря, ездила в Вербилке. Ой, в аптеку надо было. Друзья, что-то я немножко расхворалась. Ездила в аптеку. И там, значит, женщина на рыночке продавала. Но вот такие саженцы. Прям вот такие, правда, наверное, где по 2 побега, где по 3 побега. И контейнеры маленькие были. То есть, сейчас я вам покажу, какие были контейнеры, друзья. Вот такие. То есть, вот такие контейнеры были. У нее метельчатые гортензии. Правда, все по сортам, все так здорово. 500 рублей. Вот. 500 рублей продавала. Ага. Ну, нормально. Ничего не могу сказать. Я же вам уже говорила, что я пастельгрин покупала вообще там, я не знаю, какой контейнер был. 4 на 4 сантиметра. Чуть больше таблетки. И за 850 рублей. Поэтому цена нормальная. Так, давайте, знаете, какой мне хочется вот это посмотреть. Это у меня тоже медведь. Ну вот он таким образом у меня распушился, видите? Здесь уже видно, что стволик начинает становиться деревянным. Ну вот и что с ним делать? Я, кстати, их не обрезала. Вот как они у меня там сидели в череночнике, это вот он сам надумал вот такую вот шевелюру здесь отрастить.
То есть я никаких тут манипуляций не делала, ничего не отрезала, ничего не подрезала. Вот что вот у этого саженца, да? Сейчас вам покажу еще, где у нас тут. Вот этот очень показательный, да? Как будто бы я тут что-то обрезала, и он, значит, у меня там что-то выпустил. Нет, друзья, я ничего не обрезала. Вот он, представляете, вот так вот пробудил у меня вот эту, видимо, верхнюю почку, и оттуда 3 побега. Ну, вот так сложилось. Я-то просто сразу про следующий год думаю, как быть. Ну, вот здесь смысл оставлять. Даже если они вызреют. Друзья, посмотрите, какие они тонкие. Это сорт, у которого просто жирнючие побеги. Сейчас нажму на паузу и пойдемте с вами сходим к этому, к белому медведю, к полярному медведю. Пришла я к полярному медведю, друзья. Вот сейчас постараюсь тут поставить штатив. Я тут сегодня ношусь с ним туда-сюда. Так, и вот он наш саженец, друзья. И вот они, вот эти вот побеги. Вы представляете, какого вообще размера? Все равно придется в руки взять. Вот смотрите, какой толщины побег. Мамкин. И какие здесь. И вот с этими былиночками, ну, представьте себе, вот такая вот былиночка на будущий год оставлять. Здесь побеги толще, чем фломастер. Мощнецкая гортензия. Поэтому, наверное, надо будет обрезать на ту первую почку. Или на вторую. Ну, в общем, посмотреть, какой узел пожирнее проснется. Уже по обстоятельствам смотреть. В общем, очень жирные побеги, друзья. Ну, посмотрите. А здесь вот такая былиночка. Вот. Даже несмотря на то, что веник такой. Ну и как оставлять вот такой веник? Не-не-не, не для этого сорта. Так, вернулись мы к нашим ящикам. И вот в руках у меня этот самый полярный медведь. Так, друзья, давайте сейчас посмотрим, что тут у полярного медведя. Вот кручу, верчу. А вот с этой стороны как раз корешки. Там, где у меня мизинец. Ну, вот так вот мы движемся. Все саженцы развиваются не одинаково. Хотя все находятся относительно в равных, друзья, условиях. Хочу сказать, что лучше им, ну, мне так кажется, в рассадном этом ящике, то бишь открытый грунт, друзья. Вот там намного лучше. В горшочках здесь, видимо, своя какая-то такая, знаете, экосистема. И, наверное, не очень саженцам здесь. Нужно привыкнуть, развиться. Так, это у нас Limelight. Limelight, друзья. Вот, сейчас мы ложечку засунем и поставим. Это Limelight. Фу, у нас вроде как жарко-прижарко обещают. Ну, уже их убирать не буду. Только нужно будет за поливом тогда смотреть, чтобы у нас как бы, ну, все в порядке было. И не было никакого пересыхания. Так, вот у меня гортензия Монблан. Если вы помните, мы один этот единственный черенок с вами сажали. И он просидел в череночнике, наверное, месяц. Вот. Сейчас у меня новая партия уже высажена. То, что у меня животные сломали, я там потом черенковала. Ну вот смотрите, месяц просидел черенок у меня в рассадном ящике. И сколько он уже сидит? 18 дней, наверное. Да, 18 дней сидит в этом горшочке. Вот. И что? Ну, пока не могу сказать, что прям все круто. Сам черенок еще, как видите, зелененький. Вот. Ой, надо бирочку вставить. Хотя горшочек у меня подписан. Вот он, друзья, видите? Я все в этом году вот таким образом делаю. Монблан 23. И бирочка у меня Монблан 23. Вот такой расклад. Я тут пришла вам показать вот такую вот систему двойные корни я применяла. Ну, в общем, даже не знаю, что вам сказать, друзья. Ну, когда это было-то? Может быть, дня 4 назад, перед отъездом, наверное, я пролила вот такой штучкой. Раствор быстро приходит, так скажем, в негодность. То есть у него срок хранения вообще, по-моему, полчаса. Вот, поэтому быстренько его использовала. Ну, как видите, пока результата прям вот так я такого
Ну, супер крутого пока не вижу. Так, и покажу вам. Вот, друзья, вот такое удобрение у меня. То есть это во все остальные гортензии, то есть в грунт другой для геркулеса, мунлайта, коттон крима. То есть у меня вот такое удобрение пошло. А самарской лидии, значит, этот осмокот. И вот такой еще, друзья, питательный раствор. У меня бутылочка дома новая была. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, в общем, здесь и азот, и фосфор, и калий. Я уже говорила, честно говоря, про это удобрение или питательную добавку, что как бы она очень хорошая. Здесь помимо основных витаминов, хотела сказать, основных, скажем так, азота, фосфора и калия, здесь еще кладезь просто микроэлементов. Вот, я работаю этим препаратом по листу. Не знаю, может, им еще и поливает, но вот я работаю им по листу. А вот эти малыши мною пересаженные в стаканчики вчера. Вот, вчера косить было нельзя, ну, по крайней мере, на моем участке уж очень сыро было. И я вчера вот немножечко рассадила. Эти вот у меня с цветочками, представляете? Это монблан. Ой, это вообще, это нечто. Такие крошечки. Вот еще, друзья. Те, у кого горшочек поменьше, там, значит, корешки были, ну, обычные такие, стандартные, да? Вот такой у меня горшочек, друзья. Это, кстати, сорт Бобо вот здесь попался. Вот, видите, тоже я тут специально ничего не обрезала. Это он сам так у меня решил из почки выпустить 3 побега. Вот, у них маленький контейнер. А вот если, как бы я понимала, что корневая там прям большая-большая не влезет, я выдавала горшочек побольше. Это Little Fresco у меня. Вот здесь тоже у меня, это Strawberry Blossom. Тоже, видимо, здесь была такая приличная корневая. Но мы сейчас с вами пойдем в череночник. Я хотела там вам показать гортензии из серии Пан. Вроде как началось там тоже у меня укоренение. И буду пересаживать горшочки. Ну вот, пришла я в свой череночник. Здесь растения остается у меня все меньше и меньше. Больше я не подсаживаю, так как, ну, в общем-то, я не черенкую больше. Уже поздновато, друзья. Так, для эксперимента можно, конечно. Я в том году и в начале августа черенковала. Но это уже, конечно, ни к чему. Так, ну что, давайте с вами посмотрим какие-нибудь тут сорта. Так, это у меня вот здесь, по-моему. Так, вот здесь, по-моему, у меня сорт. Так, давайте посмотрим. Панателла. Так, ну что, давайте. Ой, а что-то он у меня валяется. Это, наверное, я так поливала. Вот, друзья, смотрите. Панателла. Сейчас я тебя прикопаю, моя хорошая. Что это такое у нас тут? Так, вот еще у нас, друзья, тоже Панателла. Сейчас я тебя прикопаю, погоди. Так, Панателла у меня, по-моему, тут достаточно так. Вот, а тут только-только палочка начала обрастать, смотрите. Как интересно. Ну ладно, посиди пока. Так, давайте вот здесь. Вот здесь сейчас посмотрим, что у меня тут есть. Так, друзья, вот. Вот. Так, давайте рядышком прям. Ой, а рядышком тут что-то у меня сразу 2 досталось. Ой, сейчас я тебе раздербаню. Все равно в горшочек будем сажать. Сейчас, друзья, вот, смотрите. Вот она, вот одна. Так, и вот у меня вторая. Ну, здесь прям вообще классика жанра. Ну, в общем, смотрите. Они здоровско развиваются. Вот именно, ну, я не могу назвать это прям открытым грунтом. Здесь как бы тоже такая несколько система, ну, закрытая, да. Это вот такой короб у меня сделан. Кстати говоря, внизу у меня там, по-моему, пакет, чтобы сорняки не прорастали. Ну и как бы под открытым воздухом. Ну, вот здесь они, видите, как развиваются. Тоже, наверное, около 3 недель, может быть, чуть больше Панателла просидела. Так, давайте попробуем еще, знаете, какой сорт? Это у меня Пантеон. Здесь немножко... Ой, какие-то сорняки здесь. Здесь у меня немножко, друзья,
Тоже в один день все делала. Вот эти паны. Давайте посмотрим. Вот он. Пантеон. А вот здесь песочка побольше. А у этого побега вообще ничего нет. Смотрите. Может быть, он какой-то деревянный был? Давайте посмотрим вот этот. Вот этот. Ну, есть тут корешки, друзья. Есть. Так, вот этот сейчас достанем. Ой, а это какие длинные. Ну, в общем, вот таким образом у меня выглядит пантеон. Саженцев немного. Ой, череночков точнее. Саженцы, это я слишком громко, друзья, сказала. Череночков немного. Вот, ну, сейчас я их прикопаю, а потом тогда, ну, потом это минут через 20 посажу их тогда в эти самые, в горшочки. Так, здесь у меня еще Magical Matterhorn. Так, ну что, давайте посмотрим. Magical Matterhorn. О, ничего нет. Так, друзья, ничего нет. Не знаю, не помню, когда я их сажала. Так, давайте вот все посмотрим. Нет, друзья, у Magical Matterhorn ничего здесь нету. Так, Strawberry Blossom я вчера делала. Little Fresco тоже вчера. Так, что же нам еще с вами посмотреть, друзья? Шугараш, может быть, посмотреть. Давайте Шугараш посмотрим. Ой, ну вон, смотрите. Шугараш, можно сказать, там ничего нету. Давайте еще посмотрим. Вот, Шугараш, пожалуйста. Ну, то есть, какую-то часть я решила, знаете как, посадить в контейнеры маленькие. А что-то сейчас прям вот такими дорожками рассажу и оставлю здесь. А смотрите, как плохо себя ведет у меня ванила. Это у меня тоже побег, по-моему, то ли животные сломали. Ну, то есть он не зеленый был, друзья. Я вот тут что-то потыркала, но, наверное, здесь ничего не будет. Вот, ничего, наверное, тут не получится. Так что попробуем оставить здесь перезимовать. Так, кто тут у меня? Пандора. Ну, что-то я не помню, когда я делала, друзья. Сейчас посмотрю, конечно. Ой, какие корешки маленькие. Сейчас я ее обратно засуну. Там всего-то у меня 3 саженца Пандоры. Панателла есть, Пантеон. Ну, в общем-то, и все, друзья. Из серии Пан больше я не делала. Там коттон крем у меня остался. И здесь, по-моему, ой, пастель грин. Тоже пес меня сломал. И я зачеренковала. Ну вот, как-то так. Рододендрон у меня тут стоит. Вот такая у меня петрушка. Пришли мы к моим саженцам, часть которых поедет в Вербилки в эту субботу. Ну, давайте посмотрим. Как я уже говорила, стопроцентная сортность не может быть гарантирована. У меня вот такие длинные горшочки для роз есть. Ну, вот в такие я сажала ванилу фрайс. В каких-то ложки у меня сохранились, друзья. И вот здесь сорт вот это диамантина. Вот здесь очень узнаваемый. Это фантом. И, по-моему, у меня 2 геркулеса. Один большой и один маленький. Ну, давайте сейчас какие-нибудь выборочно посмотрим. Ну, корневую у горшочков. Давайте вот неизвестный, скажем так. Вот здесь такие 3 побега. Так, друзья, ну здесь, в принципе, даже по донышку можно видеть, что корешки выбиваются. Но мы-то с вами сейчас, разумеется, посмотрим. Я достану, и мы с вами глянем. Опа. Так, ну, вот он, друзья, горшочек. Вот. Вот таким образом. Здесь оплетен ком. Ну да, не до конца, конечно. Донышко еще не захватило. Но саженец, друзья, очень даже неплохой. Я вот тут карандашик держу. Сейчас, ой, он у меня упал, друзья. Сейчас. Вот, смотрите. Это простой карандаш. Вот. Вот такие побеги. Вот на будущий год можно будет отрезать, ну, сделать обрезку, да, весеннюю. Вот одно междоузле,
один, точнее, узел. Вот, друзья, второй узел. И вот третий узел. Вот, можно сделать обрезку на 3 узла. Но я бы все-таки, наверное, сделала бы на 2. Вот так, друзья, на 2. Оставила бы все 3 побега. А можно оставить и 2. Ну вот, вот такой саженец. Так, давайте посмотрим. Опа, еще какой-нибудь. Так, вот такой у меня горшочек. Вот. Давайте посмотрим. Ой. Вот, друзья. Смотрите. Вот такой горшок. Вот. Ну, хорошая корневая система. Очень даже. И здесь вот получилось так, что у меня пробудилось 4 этих самых, как они называются-то. 4 побега, друзья. Сейчас уберу в горшок. Опа. Вот так. Горшочек убрала. Теперь мы с вами рассмотрим. Сейчас я возьму свой волшебный карандашик. И мы с вами посмотрим, какие здесь неплохие достаточно побеги. Вот, смотрите. Держу простой карандашик. Вот. Очень даже неплохие. Вот. 5 побегов. Ну, возможно, вот этот побег можно будет и убрать. Ну, вот сейчас для густоты картинки некоторые же любят такие густые. По мне, так я бы, например, выбрала бы саженец с 2 более толстыми, например, побегами. Вот как-то так. Ванила фрайс. Вот он. Кустик. И вот она. Как бы мамка. Говорю вам, друзья, до свидания на фоне моей ванилы фрайс. Это 1 августа. В том году вот такие примерно соцветия были у нас в начале, мне кажется, июля, может быть, там 10 числа. А в этом году, вот, пожалуйста, 1 августа. И у нас вот такие соцветия. Но не будем отчаиваться, мы цветоводы такие. Подождем весны 24-го. Всем хорошего вечера и увидимся. Спасибо за просмотр.